Нихао, гайс, с вами я Рен, и я решила устроить сломанный планшет. Это было самое быстрое решение, которое когда-либо у меня было, потому что я один раз участвовала в сломанном планшете. Вдруг я подумала о том, почему бы не побыть мне организатором, собственно. Организатор Рен. Я писала всем людям, которым знаю, рекламировала его везде, как только можно. И вот, наконец, 10 участников собрано. Да, вы думали, там по 20, наверное, будет. Многих я заметила, что что-то не участвуют в сломанных планшетах, и я подумала, что для них это будет прикольный опыт, да, для меня. Так, о чем вообще СП, что там такое? Тематика. Честно, что увидим, то и нарисуем. На удивление. На самом деле хотела бы про тематику, но ничего прикольного в голову не пришло. Так даже интереснее. На самом деле самое главное, это чтобы был красный цвет. Красный цвет будет хорошо. Любой оттенок вообще. Без сильного варенья и тому подобное. Также сам арт, который полностью варенье. Ну ладно. Это сделала также для людей, которые никогда не участвовали в сломанном планшете. Некоторые участвовали, некоторые нет. Ну, без разницы. Так, все участники просто молодцы. Великие художники, уровни которых я восхищаюсь просто как не знаю кто. Ну как они такой рисуют? Прям, прям хорошенькие мои. Так, начнем же с моей части. Идея пришла спонтанно, так как я никогда не рисовала водное, там, так далее. И я решила покрасить воду в красный цвет, чтобы было варенье. Ну, вы все поняли, что я имею в виду под вареньем. Варенье. Короче, первое, что я решила нарисовать, это девушку, которая плавает в варенье. Первоначально я думала, что это вообще они, у них нет пола и так далее. Но потом я такая, ну нет, все же пацан. А потом поменяла мнение и такая, нет. Все же это девушка. И вот, в итоге у нас воительница, плавающая вареница, так скажем, и сама полукиборг. А мне больше всего не нравились волосы. Это вообще что за говно? Потому что я никогда не рисовала мокрый волос. И это было что-то с чем-то. Потом я все же решила, что нет, без лайна никуда. Потому что я не умею без лайн. И лайн является самой важной частью в моих рисунках. Я нарисовала этой девушке белый волос. Я хотела ей еще такие светлые глаза, ну, по типу того, что она альбиносом и так далее. Я перечитала фанфик детства по Соуквалку. Я не траю отношусь к этому шипу, но просто, ну... Я его в детстве читала, этот фанфик, и решила перечитать. Теперь я не могу представить Дазая, который с белыми волосами. Так, ну я нарисовала такую работу. Самое сложное было с волосами, потому что вначале я думала рисовать их без лайна. Потом я поняла, что я вообще не умею рисовать мокрые волосы. Я рисовала эльфичку, наполовину киборга. Да, жизнь ее, конечно, помотала. А, все, я ее пикселизирую просто... Да, пикселизация, потому что все проголосовали за выбор того, чтобы все было в пикселях. Ну ладно, так удобнее брать палитру, кстати. Это хороший вариант, что все выбрали пикселизированную картинку. На самом деле было 50-50, но я такая... В принципе, я тоже хочу. Так, ну а следующее это Сахи. День добрый, я Сахи. В первую очередь мне бы хотелось сказать огромное спасибо организатору за то, что пригласил меня поучаствовать в этом ивенте. Я впервые рисую на сломанный планшет, поэтому сначала было немножко непривычно. Когда я получила заблюренный рисунок, мне было безумно приятно смотреть на цветовую палитру. Я прямо наслаждалась этой подборкой цвета, потому что это просто невероятно. Я восхищаюсь своим предшественником, так скажем. Но мне кажется, что я не совсем правильно повторила рисунок, и это немножко меня огорчает. Но в любом случае, думаю, что буду участвовать в чем-то подобном почаще. Уже не терпится увидеть работы остальных участников. Всем спасибо и пока. Вау, как красиво получилось, боже мой, я готова это сожрать. Конечно, персонаж стал теперь розочками. Ну, одного глаза так и до сих пор не хватает. Теперь персонаж не воительница, а чувачка в цветах. Ну, интересно, кстати, цветовая палитра сохранена, что не могло меня не радовать. Так, все, пикселизируем этот арт и передаем следующему участнику. А следующий участник это у нас Фартук. Всем привет, с вами Фартук, или же просто Фарт. Я второй участник данного сломанного планшета. По традиции благодарю организатора, что решил взять меня, потому что, я честно не надеялся. Это вообще мой самый первый сломанный планшет, поэтому я даже не знаю, что говорить. Больше всего проблем у меня возникло с идеей рисунка. Сначала я увидел танцующую девушку, которая тянется руками к зрителю. Потом понял, что эти серо-голубые... Что это? Шарики, кружочки не особо-то на руки и похожи. Поэтому от этой идеи я быстро отказался. Затем я в них увидел
пунпоны, или я не знаю, как это называется. Ну, в общем, такие прикольные пушистые штуки, с которыми черлидерши танцуют. И вроде бы идею я начала развивать, но потом меня смутили вот эти красные детали, которые перегораживают тело персонажа. Я пытался придумать, что это типа лианы, которые затягивают героиню куда-то, но это уже звучит странно, поэтому от этой идеи я тоже отказался. Потом вот эта деталька на размытом, заблюренном, запикселенном, вы поняли, арте напомнила мне о красной шапочке. Как будто бы на героине надет плащ, и она просто сняла капюшон. Я нарисовала, грубо говоря, свою интерпретацию красной шапочки. Героиня у нас ходит по странному красному лесу и смотрит на странные серебряные яблоки. А в кустах там еще затаился... Как его, блядь? Волк. Из небольших, но интересных деталей я сделал персонажу нос с горбинкой. Это вышло случайно, но выглядит мило. А еще она оставляет за собой следы в виде лап. Так что тут, возможно, какое-то двойное дно. Может, эта героиня не так уж и проста. Ну, короче, навалил я вам тут кринжа. Думаю, вам достаточно, поэтому не буду больше вас мучить. Еще увидимся. Первое, что хочу сказать, это то, что меня удивила быстрая сдача свитпейнта в хорошем качестве. Это немного испугало меня, кстати. Так, это вообще, я не знаю, теперь работа полностью изменилась. Если у нас там была чувачка, лежащая в варенье, потом в розы, теперь красная шапочка, окруженная разными листиками. Но, кстати, не меняется то, что наш персонаж безглазый. Интересно, останется ли эта фишка до конца всего ивента или нет? Или арт в конце станет каким-то непонятным. Потому что теперь он начал постепенно меняться. Пикселизирую работу и передаю это следующему участнику. А следующий участник — это Кракт. Когда начала работать над этой иллюстрацией, даже не ожидала, что буду так долго думать, что лучше изобразить. Палитра тут такая яркая. Насыщенная я будто каждый раз по новой выбиралась из этих малиновых и фиолетовых оттенков, пытаясь не переборщить, но и не потерять вайб. Честно, у меня были проблемы с волосами. Я решила их сделать как гриб, и мне понравилось. Когда все детали наконец улеглись, я посмотрела на результат и поняла. Иногда даже самое тяжелое превращается в что-то прикольное. Ох, ладно, работа не меняется, все же что-то остается одно. Однако наш персонаж теперь не слеп на один глаз. Так, у персонажа белые волосы, что-то все же не меняется. Мне очень нравятся вот эти вот бабочки вокруг, это прям, не знаю, доставляет какое-то спокойствие, прям покой, несмотря на то, какие тут яркие цвета. Так, все, пикселизируем этот арт и передаем следующему участнику. Так, ну а следующий участник — это Нефть. Извините, автор арта мне долго не отвечал, поэтому я могу лишь прокомментировать работу и сравнить, как все поменялось. То есть мне не скинули готовый видос. Чувствуется, что хотелось добавить варенье, так что мы, наверное, недалеко отошли от моей работы. 2 глаза. Ну, мне кажется, теперь наш персонаж уж точно не будет без глаза. Наверное. Также все чаще и чаще начинают проскальзываться цветы до растения. А ведь в самом начале персонаж держал цветок. И сейчас все связано с растениями. Впрочем, с спокойной атмосферы мы перешли к тревожной. Пикселизирую и передаю следующему участнику. А следующий участник — это Акация. Всем приветик, меня зовут Акация. Сейчас у меня больное горло, поэтому видео буду озвучивать через бота. Когда я получила пиксельную работу, то в моей голове сразу построился образ девушки в окружении паутинных лилий. Я очень долго мучилась с лицом, ракурсом и покрасом арта, зато мне очень понравился процесс работы над ним. И сейчас, смотря на эту работу, я понимаю, что могла сделать ее лучше, но все же я рада тому, что смогла поучаствовать в этом ивенте и набраться опыта. А так, всем хорошего дня. Всех обнимаю. Очень шикарно. Сейчас у автора улучшился скилл, и это видно, учитывая, как долго готовился этот сломанный планшет. На работе атмосфера снова стала комфортней. То я радуюсь, что тревожно, то я радуюсь, что комфортно. Да разберись ты уже. Цвета стали более нежными. Из-за этого все поменялось. Растения остались. И персонаж стал более милым. Пикселизация! Следующий участник — это Сойти. Приветики, омлетики, с вами Сойти. В первом просмотре на это изображение
Всем в голову пришло расчлененка, но такое рисовать нельзя, поэтому пришлось сломать голову. Я спрашивала у всех своих друзей, что они тут видят. Некоторые видели балерину, некоторые видели роскошных женщин с большими бубами, или некоторые не могли разглядеть расчлененку. Но я сразу же разглядела свою задумку. Это девочка, обнимающая какую-то лису. Но оно все в перспективе. Я сначала пыталась делать в перспективе все, но у меня не получилось, потому что я анскилл лютый. И в итоге я сделала как могла. Эта работа пик лютый. Мне она очень нравится. Но эти кустики, просто я не могу с них. Они вообще не вписываются, такие смешные. Хотела добавить оформление, но ничего не получилось. И это был мой первый опыт в сломанном планшете. Я рада, что я приняла участие. Спасибо организатору огромное. Спасибо всем участникам. И всем пока. Боже мой, второй персонаж. Я очень рада, так еще и типа лисички. Это я на самом деле. Ладно, шучу. Блин, прям захотелось стать этой девочкой и повнимать зверька. Ну, как делает она. Цвета такие же нежные, как на предыдущей работе. Девочка теперь будто эльфийка. Вернулись к первоначальной моей задумке, наверное. Теперь она сидит в лесу. Надеюсь, ее там не съедят. Пикселизация. А следующий участник — это Нифти. Что ж, я Нифти, участница сломанного планшета на 7 месте. Очень интересно быть членом сломанного планшета, но к этому времени я едва заснула. Вот это я пытаюсь разглядеть, что же я вижу на блюре. И не вижу, куда повернута девица. То ли туда, то ли сюда, то ли сюда, то ли туда. Ну и останавливаюсь на втором варианте. Про детализацию и анатомию не могу сказать, что я старалась, так как все равно знаю, что мой арт заблюрит. Как конечный результат меня не сильно очень интересовал. Я могла бы лучше. Однако, несмотря на это, я уделила достаточно внимания ее пышным кудрям. По красоте и вкусненько отрендерила. Лицо все-таки решила тоже нарисовать. Все какое-никакое настроение должно быть на арте. Ну, и как я говорила, мой приоритет был не в качестве, а в скорости. Я стремилась отдать арт как можно быстрее и не задерживать особо очередь, чтобы побыстрее закончить сломанный планшет. Но, однако, я все равно постаралась сделать все на высоте. Очень милая работа. Мне нравится, что мы ходим в более пастельные цвета. На самом деле я понимаю, как было сложно угадать, что за красные точечки. Ну, сердечки. Волосы, кстати, стали более желтыми. Ну еще вареница наконец-то вернулась. Ну, или, может, томатный вкусный сок тоже подходит. Пикселизация. И я передаю работу следующему участнику. А следующий участник — это Рыжий. Всем привет, я админ телеграм-канала Салатикова, и я думаю, что в этом сломанном планшете руины буду я. По одной простой причине. Когда я еще на моменте просмотра работы пытался понять, что вообще было на ней изображено до этого, я плюс-минус догадался, что нарисовал прошлый художник, но из какого-то чисто своего принципа решил идти до конца, немного обосраться по жидкому, потому что на самом-то деле тот рисунок, который я изначально нарисовал, мне вообще не понравился. Я несколько раз его переделала, что в принципе на спинпейнте видно крайне плохо, потому что все эти неудачные попытки я просто удалял. Финальный результат меня, в принципе, очень порадовал, поэтому я думаю, что этот сломанный планшет вышел крайне удачно. Это момент, когда мы полностью отошли от оригинала. Прекрасный арт. Минус первоначальное все. А прикиньте, что было бы, если бы у нас было 20 участников. Мне нравятся эти животные, но, блин, я не знаю, что можно ощущать от них. То ли милоту, то ли стрём, потому что они мне прям в душу смотрят. Уберите! Они напомнили кое-кого из аниматика Epic Musical. И, впрочем, посмотрим, как последний участник разберется с желтым пятном посередине и увидит ли он там животных. И последний участник — это Кафи. Всем Кафи. Привет. Очень неожиданно было оказаться тут. Спасибо организатору, что он принял меня сюда. Я очень была удивлена. В общем, ближе к делу. Мне прислали вот такую картинку. И да, я увидела это, и наступила тишина. Я думала, что там происходит за пикселями целых 2 дня.
Это не шутка. Я буквально не могла думать ни о чем другом. Мой мозг просто сломался. Я устроила настоящий опрос знакомых. Что ты здесь видишь? И друзья, поверьте, у меня очень творческие и с хорошей фантазией. К сожалению, иногда слишком хороший. В общем, мне предлагали версии от инопланетного вторжения битвы титанов в сумерках до последнего кадра из засекреченной камеры в Бермудском треугольнике. В общем, все выдавали какую-то жесть. А я же рисовать была не намерена. И вот я смотрю на эту картинку, сижу, вглядываюсь в эти пиксели. И тут мой взгляд зацепился за края. Вы видите эти треугольные штучки по краям? Ну точно как ушки. Маленькие треугольные кошачьи ушки. Ну и понеслось. Пока вы смотрите, как эта картинка постепенно оживает, я расскажу немного о себе. Я художник, который обожает много милых деталей и блесточек, и фурий, которых так не хватает в обычной жизни. А еще мне очень нравится общаться с аудиторией, читать ваши мысли и чувствовать эту общую поддержку. Если вам по душе такое настроение и вы хотите видеть больше, буду невероятно рада видеть вас у себя в телеграм-канале. Там я делюсь не только готовыми работами, но и находками, мыслями и эскизами. А в итоге у меня вышла вот такая вот картинка. Спасибо, что были со мной эти несколько минут. Ваше внимание самое ценное. Муа. Вау, просто прекрасное завершение сломанного планшета. Представляю, как было сложно разглядеть там что-нибудь. Я даже не задумывалась о том, что из этого света может появиться прекрасная женщина-кошечка. Прям хочется стать одной из котяр и также там побыть. Пикси... ой, это все? Мы закончили? Да, а начинали мы все с 7 июля 2025 года. Ха-ха. Результат того, что получилось, вы можете видеть на экране. Так вот, как менялась работа с каждой передачей. Все художники просто молодцы. Вначале была воин-эльфийка, после все пришло волшебные леса, дальше миленькая светловолосая девочка. Да, кстати, с персонажа с белым волосом мы перешли же в блонд. Потом и вовсе все превратилось в 2 мимилашек. Ну а конец совершил кот-персонаж с еще толпой котов. Конечно. Проблем с ивентом, почти не возникло. Поддержите авторов и это видео. Мы все очень старались. На самом деле, я как организатор уж очень устала. Но самое главное — брать ответственность за таких видео. Не представляю, как делают видео с 20 участниками и больше. А с вами была Рен и участники. Спасибо за просмотр. Пока, гайсы. Я еще рисую комикс по своему технолайку. Если вам нравится, то да, прочитайте, пожалуйста.